простую базу данных. Назовем ее журнал корреспонденции. Так, значит, выбираем пустую базу данных, шаблон пустой базы данных и создаем. Correspondence Log. Correspondence Log – это журнал корреспонденции на английском языке. Давайте представим, что мы работаем с иностранными подрядчиками, либо с иностранными заказчиками. И в конце проекта нам надо будет сдать все наши базы данных, включая журнал корреспонденции. Мы задали имя «Создать». Создали. Теперь у нас пустая таблица. У нас пустая таблица. Так, я смотрю, чтобы вам было видно. Входим в режим конструктора. Вот он, режим конструктора. Вот. Там, где треугольничек, ручка и стерка. Называем, предположим, MD, MC, MD, MC и LT. Теперь я расшифровываю. Предположим, у нас в начале проекта, предположим, мы работаем в компании MD. И мы начали работать с компанией MC. И у нас, значит, происходит обмен корреспонденциями посредством имейла, письма, letter, сопроводиловок, transmittals. Вот это и есть MD, MC и LT, out, исходящие. Создаю. Теперь код. Мне не нравится это слово код. Код это совсем, так скажем, к нумерации документов не имеет отношения. ID number. Счетчик по счетчику. Дело в том, что в некоторых случаях, когда мы вносим изменения в базу данных, теряется полностью хронология нумерации, так скажем, хронологии в самой базе данных, поэтому лучше всего поставить короткий текст. В нумерации, если они, конечно, если это, конечно, не корреспонденция с юго-восточных стран, там, где иероглифы, но и то, скорее всего, там придумали емкие, так скажем, емкую нумерацию для корреспонденции. А в основном используются английские аббревиатуры, так скажем, американская система нумерации документов, которая более емкая и понятна. Так, нам здесь хватит, на все про все, 50 единиц, короткий текст. Важно то, что здесь в ID number стоит вот этот ключик. Этот ключик позволит нам в дальнейшем искать документы без какого-либо затруднения. То есть мы в дальнейшем просто наше дело будет выделить столбец, значит, создать строку поиска посредством Ctrl-F, внести туда номер документа и нажать Enter. И, скажем, база сама найдет этот документ, если он правильно вписан. Если он правильно вписан, поэтому здесь очень важна, так скажем, скрупулезность и внимательность при записи, значит, нумерации корреспонденции. Дальше. ID number.
у нас идет, это номер документа. Дальше в основном это идет дата документа. Так, мы сейчас посмотрим. Так, дата и время. Так, дата. Дата и время. Здесь будет у нас стоять календарик, автоматически выходить. Дальше у нас будет тема. Тема сообщения. Тоже ставим короткий текст. Вот тема может быть, так скажем, длинной. Особенно тогда, когда, предположим, люди многократно отвечают посредством email на один и тот же вопрос. Дальше у нас идет получатели. Здесь тоже может быть длинный текст, потому что в практике мы не будем набирать получателей, мы просто, если мы отвечаем, предположим, посредством сообщений в электронной почте, мы просто копируем получателей из электронной почты, из предыдущих сообщений. Дальше. Примечание. Примечание тоже длинный текст, потому что я, например, не всегда помню номер документа, не всегда помнила номер документа, но, так скажем, иногда просто бывает такое, что помнишь что-либо, помнишь, что о чем-то речь велась, да? А вот номер не помнишь. Я не помню. Обычно у меня такое бывает. Вот. Поэтому я себе там делала свои пометки. О чем это было, что, какова была суть, так скажем, вопроса. И дальше сообщение. Сообщение